Всем привет, меня зовут Дарья, и вы на моем канале Свитербург. В этом видео я хочу с вами поделиться двумя законченными работами, новыми процессами, покупками и подарком. Сразу начнем с самого интересного, готовой работы. Это уже знакомая вам блуза BPU по описанию Генит. Я вам покажу ее на вешалке, потому что есть несколько причин. Первое, что дома жарко уже. Вторая причина, что она засвечивает кадр. А третью причину я озвучу чуть позже. Но чтобы вы смогли увидеть в полной мере, так скажем, эту блузу, я буду прикреплять по ходу рассказа фотографии на экране. Напомню, что вязала из пряжи Zephyr Stretch в два сложения. Основное полотно 4 мм и резинки 3,5 мм. Для себя я выбрала третий размер, и по конструкции эта блуза вяжется сверху вниз, начиная со спинки. Вяжется сначала она до отрезов, потом поднимаются из скосов плеч петли на правую и левую полочки. Тоже вяжется до подрезов. На мой размер почему-то дополнительных петель на подрезы не выделялось, поэтому я добавила себе по 4 петли с каждой стороны. Затем вяжется корпус изделия, удлинение по спинке вывязывается и, собственно, резинка 2 на 2. По поводу рукавов, они с равномерными убавками, и изюминкой этих манжет являются шлицы. Выглядит очень интересно, вяжется очень просто. Далее обработка горловины, тоже резинкой 2 на 2. У меня вот здесь, скорее всего, вам видно такая небольшая ступенька. Это я просто спрятала очень некрасивый кончик. И, в общем, теперь это топорщится. Закрывала я все резинки просто через накид. Выглядит достаточно аккуратно, поэтому не стала ничего выдумывать. После моего неудачного опыта закрытия иглой при поворотном вязании, в общем, пойдет. Расход пока что получился 300 грамм. Почему пока что? Потому что, скорее всего, я буду кое-что изменять. После ВТО изделие достаточно сильно усело в длину и потянулось в ширину. Собственно, и образец у меня также себя вел. Поэтому я просто пока влажным было изделие, я его потянула до нужных мне размеров и оставила сохнуть. Высохло оно очень быстро, потому что на улице уже тепло. И после примерки я поняла, что да, я еще раз постираю, посмотрю, какие истинные размеры, так скажем, просто расправлю это изделие и надвяжу себе рукава и, возможно, туловище. Над этим я еще сомневаюсь, нужно ли или нет. Еще хочу поговорить по поводу пряжи. Пряжа в работе неплохая, и она прекрасно ведет себя после ВТО. Она раскрывается, дает легкий пушок, петельки разравниваются, она мягкая. И люди в комментариях писали, что они покупали несколько бобин, уже несколько изделий связали, и все классно. Но вот конкретно мне не повезло. У меня бобина имеет очень резкий запах, крайне неприятный, и в процессе вязания это очень мешало работе. И это не мое какое-то субъективное мнение, это заметил мой муж, потому что я вяжу, переворачиваю работу, вот этот запах идет на него. В общем, это неприятно. И хочу сказать то, что я заказывала эту бобину не с Wildberries, то есть нельзя свалить, что там она с чем-то ехала, заразилась этим запахом и все такое. И это прямо с самого магазина Skywool. И самое обидное, что этот запах, он не выстирывается. То есть я связала образец, постирала его трижды на быстрой стирке с средством для снятия пропитки, и он все равно вонял. И вот сейчас, спустя месяц, он все равно пахнет. Да, он уже не воняет, он просто пахнет, но неприятно. В общем, изделие связалось, и оно тоже воняет. И в планах просто повесить на балкон, чтобы этот запах как-то выветривался, потому что в шкаф это точно не уберешь. А каких-то других выходов я не знаю. Судя по тому, что 3 стирки не помогли никак образцу избавиться от этого запаха. И, конечно, впечатление о магазине у меня сложилось не очень после этого момента, и я решила, что я больше там никогда ничего не буду покупать, потому что да, у них есть периодически интересные артикулы, но велик страх мой наткнуться на что-то подобное. Подводя итог, хочу сказать, что да, мне эта пряжа не понравилась, но что касается самого вообще изделия, модель мне, в принципе, понравилась, как она села, только нужно немного удлинить рукава будет, если это все-таки можно будет носить.
И описания самой генит мне очень понравились. Они краткие, понятные. И я думаю, что свяжу еще какие-нибудь ее модели. И ссылку на это описание на Ravelry я оставлю в описании под видео. Еще одна готовая работа — это носочки для моей подруги Тани. Кстати, это она делала обложку для моего предыдущего видео и, скорее всего, и к этому тоже. Вязала я их из Regia Merino Yak от мыска. Набирала до 60 петель, узор резинка 3х1. Пряжа мне очень понравилась, да, встречались какие-то утолщения нити местами, но, в принципе, это не настолько критично. Конкретно про этот цвет могу сказать, что очень сильно он окрашивает воду. Я меняла ее трижды, и все равно она окрашивалась, поэтому если что-то такое с жаккардом хотите, то лучше все-таки проверить. Я говорила, что у меня есть еще один моток другого цвета, посмотрим, как будет с ним, а эти носочки отправятся в Грузию. После блузы я немного морально истощилась, и, собственно, я решила взять себе небольшой перерыв, и я вам в предыдущем ролике показывала то, что мне подарили картину по номерам на деревянной основе. И вот, собственно, я решила взяться за нее, и я ее закончила буквально за 2 дня, и мне очень понравилось. Цвета, кстати, очень яркие, насыщенные. Мне еще понравилось, что краски, можно ли сказать, что они свежие. Потому что мне в предыдущих картинах постоянно попадались очень такие густые, плохо наносящиеся краски, и мне приходилось их немножечко так разбавлять водой. А здесь же все нормально было, ничего не надо было разбавлять. И, собственно, она уже у меня висит над моим рабочим местом и радует меня. Прекрасно она вписалась, так скажем, в мой рабочий уголок, потому что она так немножечко перекликается с моим чехлом для спиц хай-хая. И в итоге этот процесс меня немножечко так перезагрузил, и я начала сразу же 2 процесса в один день. Начнем с первого процесса. Здесь небольшая предыстория. Изначально зимой я купила вот этот вот твид. Это Милифили Puzzle Geo, вроде бы он называется. 60% шерсть, 20% вискоза, 20% ПА, 100 грамм, 380 метров. Я планировала вязать, собственно, в одну нить, и когда я связала образец, я поняла, что, ну, я не знаю, там, наверное, размер спиц может быть 3. Полотно, в общем, не особо раскрывалось, и я решила, что нужно взять просто подмот к этой пряже. И в подмот я взяла сразу 2 артикула. Первое — это Супер Джелонг от Zegna Barufa, 100% меринос, 650 метров на 100 грамм. И второй — это Филгрин от Печи Филати, 60% альпака, 10% меринос и 30% ПА, 1000 метров на 100 грамм. Это вообще ниточка, она такая мягкая, пушистая, мне прям очень понравилось. И, в общем, в комбинации это все вылилось в прекраснейший образец. Изначально из этой пряжи я хотела вязать зиппер-свитер по описанию Petite Knit, поэтому я, собственно, искала подмот такой, чтобы я попала в ее плотность. Но в итоге, когда я вот связала вот эти образцы, я поняла, что я все-таки хочу кардиган из этой пряжи. И я начала искать на Ravelry, какие кардиганы, так скажем, есть под мою плотность. И наткнулась на просто потрясающий, дизайнером которого является Норика Ичикава, надеюсь, я правильно произнесла. Кардиган называется Закури. В переводе с японского это переводится что-то вроде повседневная свободная плотная ткань, и эта модель, соответственно, свободной посадки. Вяжется кардиган сверху вниз регланом, и вот, собственно, сейчас он у меня вот на таком этапе. Да, это только зачатки кардигана, но я начала это вчера, поэтому извините. Уже что-то есть, это приятно. И мне нравится, если честно. Сам образец получился достаточно мягким, он не забитый, мягкий, пушистый. Стирала я его 3 раза, причем потому что первый раз я вязала на разных размерах спиц, просто чтобы попробовать спицы. Второй раз вязала вот этот образец. Только я забыла, на каком номере спиц я вяжу. И, собственно, я сомневалась, те ли размеры я помню или нет, и мне пришлось перевязывать. Поэтому лучше, конечно, такие вещи записывать. Ну и образец теперь, конечно, выглядит неровно, потому что я перевязывала из пряжи распущенной и не отпаренной. Но, тем не менее, мне прям нравится, и
Очень интересно, каким в итоге получится кардиган. В плотность я попала на спицах 4 мм и резинки 3 мм. По поводу этого процесса пока больше сказать нечего, поэтому перейдем к следующему. Это носочки. Носочки у меня вот на таком вот зачаточном этапе. Мне очень нравится весенняя расцветка. Это еще не все. Не все цвета, которые здесь участвуют. Еще будет вот этот цвет. Посмотрим, как это потом будет в итоговой работе. Пока что расположение цветов я не буду вам выдавать, возможно, что-то изменится. Но мне очень нравится весеннее такое яркое сочетание, оно мне прям поднимает настроение. И вообще в последнее время мне очень нравится вот такой цвет. И вообще все вот эти оттенки, да и зеленый, в принципе, мой любимый цвет был всегда. И я постоянно забываю рассказать, откуда я, собственно, умею вязать носки от мыска. Я училась по описанию теплой Маши Dryada Socks. Да, там описание идет с ажурами, но тем не менее я просто не стала вязать их, а вязала своим узором, но суть остается та же. В принципе, ее описания все очень подробные, я уже несколько ее описаний покупала. Еще я пробовала описание варежек, готовой работой я не совсем осталась довольна, но там моя вина, потому что я выбрала не совсем ту пряжу, и, в принципе, та пряжа не особо подходила под варежки. И еще я пробовала описание Western Socks, и те носки вообще просто фантастические. Мне нравится и узор, мне нравится пряжа, которую я выбрала, и цвет, и вообще это полное попадание, и все звезды сошлись. Это мои любимые носки, и мне их даже жалко носить. И если в целом говорить про ее описание, то они всегда супер подробные, супер понятные, и вообще очень крутые. Они подходят для любого уровня, поэтому от всей души рекомендую. Если вы что-то хотите научиться вязать из аксессуаров, то попробуйте ее описание. Они очень классные, доступные и вообще потрясающие. На носках пока что все. Ничего тут больше интересного нет. Пряжа, да, вот эти вот цветные моточки, это регия четырехниточная. Это тоже такая же нить, просто в другом оттенке. Это просто перемотанные пасмы регии для ручного окрашивания. Я просто иногда крашу, но что-то в последнее время не особо. Потому что я хотела попробовать другие красители, и как-то, в общем, не до этого было. И, собственно, решила, что раз лежит, почему бы не использовать, потому что цвет, который был у меня, он не совсем подходил к этим двум, и я решила, что надо использовать ее. Тем более зеленым прям вообще. Короче, мне очень нравится. С момента выхода последнего ролика я не особо что покупала и вообще не планировала покупать, но тем не менее обзавелась вот такими вот двумя проектными сумочками, косметичками от Кати с канала Knot Free. Они со мной поедут в Грузию хранить мои процессы. Я писала про них пост в своем телеграм-канале, и поэтому не буду сильно подробно рассказывать что-то о них. Если кому-то интересно, можете перейти и прочитать. Но я всем сердцем люблю все крафтовые изделия от Кати, поэтому с нетерпением жду появления чего-то нового и интересного. И последнее, о чем бы я хотела сегодня поговорить, это подарок от мужа. Небольшая предыстория. У меня рядом с домом находится мой любимый магазин пряжи, точнее, он единственный магазин пряжи в моем городе, который, так скажем, удовлетворяет мои потребности. И когда мне там отматывали пряжу, я ходила по залу и смотрела всякие образцы, какие у них есть. И вот поскольку я в последнее время очень люблю твид, я увидела какой-то очень красивый твидовый образец. И когда я его потрогала, я обалдела просто, потому что он был настолько мягкий, что я была в шоке, потому что я не ожидала такого. Все твиды, они сухие и все такое. И я спросила, что это за пряжа такая. Вот. Ну и, конечно же, это оказался кашемир. Конечно, ожидаемо, но у меня как-то твидовый кашемир в моей голове вообще никак не появлялся. И в итоге я очень долго ходила с мыслями об этом кашемире и не могла его забыть. И сама бы я, наверное, себе все-таки не купила его, или если бы и купила, то очень не скоро. И вот однажды муж решил мне преподнести такой подарок, просто подошел и сказал: пошли за кашемиром. Вот. Ну и, собственно, он у меня.
Это твидовый кашемир от Loro Piana. Артикул называется Coarse Hair New Tweed. И он просто потрясающий. Сначала по характеристикам, ну это 100% кашемир, 700 метров на 100 грамм. У меня 500 грамм. И это кашемир очень красивого такого шоколадного цвета с включением оранжевого, желтого, фиолетового. Фиолетовый, конечно, не сказать, что я его когда-либо носила, но думаю, в крапушках это будет интересно смотреться. И он невероятно мягкий в бобине. Ну, в общем, я очень счастлива и очень довольна, что я стала обладателем этой прелести. Если кто-то вязал из кашемира в таком метраже, то, пожалуйста, напишите, каким размером спиц вы вязали, потому что у меня опыта с кашемиром 0. И мне было бы полезно узнать чей-то опыт. Ну и на этом сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал здесь и на мой телеграм-канал. Буду вас там рада видеть. И до скорых встреч. Пока-пока.